Многие думают, что вентиляция – это что-то второстепенное. Сначала делают сантехнику, там, отопление, электрику, а про вентиляцию многие вообще просто забывают и игнорируют. Открыл окно и нормально. Или у меня квартира, и там все ок, там все предусмотрено застройщиком вашим, и там в ней больше ничего делать не нужно. Но на практике очень часто дом, квартира или офис без нормальной вентиляции превращаются в закрытую коробку, где постепенно накапливается все, чем человеку дышать просто-напросто нельзя, категорически иногда даже. СО2, влажность, плесень, бытовая химия, испарение от мебели и отделки, запахи, аллергены, бактерии, а в котельных еще даже и угарный газ. Можете себе представить, что все это летает прямо сейчас, возможно, в вашем воздухе. Разберем, при каких условиях это может быть. И самое опасное, вы можете не замечать проблему сразу. В 90% случаев вы ее и не замечаете сразу. Вы просто начинаете хуже спать, чаще болеть, быстрее уставать, появляются головные боли, сырость, запах, плесень. А причина может быть одна. Помещение не дышит. В нем нет сменяемости воздуха, нет движения этого самого воздуха. Если утром в спальне тяжелый воздух, вентиляции не хватает. Если окна регулярно запотевают, вентиляции не хватает. Если после душа влажность долго не уходит, вентиляции не хватает. Если запах еды держится полдня, вентиляции не хватает. Знакомо вам, думаю, многим это. Когда заходишь к кому-нибудь в гости, а там вот так вот в нос тебе прям ударяет этот запах с кухни или с собаками, животными какими-нибудь. Если в углах появилась плесень, вентиляции уже очень давно не хватает в вашем доме. И чем раньше вы решите проблему, тем дешевле это будет. Вы можете жить в красивом доме, с дорогим ремонтом чаще всего, хорошей мебелью и современными окнами пластиковыми, которые герметичны, не пропускают воздух с улицы. Но при этом каждый день дышать воздухом, который постепенно ухудшает ваше самочувствие. Да, это так. Проблема в том, что плохой воздух не всегда видно. Если сказать, что воздух в принципе вообще не видно. Вы не видите СО2. Вы не видите испарения от мебели и бытовой химии. Вы не видите споры плесени, пока пятна не появились на стенах. Вы не видите угарный газ, а он особенно опасен. И если вентиляция в доме не работает или ее вообще нет, все это остается внутри у вас в помещении. Сегодня разберем, чем это грозит. Сегодня разберем, что происходит, если не делать нормальную систему вентиляции и почему экономия на ней потом может обойтись намного дороже. Забегая вперед, это просто совет из жизни. Всегда переделки дороже обходятся, чем сделать это изначально. А иногда это просто нецелесообразно финансово, потому что когда на стадии ремонта это стоит сделать 2 рубля, а когда уже ремонт готовый и нужно что-то переделать заново, это может стоить 12 рублей, понимаете? Итак, блок первый – это повышенный СО2. Первое, с чего начинается проблема в непроветриваемом помещении, это повышенная концентрация СО2. Что это такое СО2? Это углекислый газ. СО2 выделяем мы сами, когда дышим. Один человек за ночь в закрытой спальне способен серьезно поднять уровень углекислого газа, а если в комнате спят 2 взрослых и ребенок, и еще окна закрыты, воздух очень быстро становится тяжелым, таким спертым в простонародье говорят. И здесь важно понимать, СО2 это не просто душно, это прямое влияние на ваше личное самочувствие. При повышении СО2 у человека могут появляться сонливость, головная боль, вялость с утра,
раздражительность, снижение концентрации, ухудшение качества сна каждый день, ухудшение тяжелой головы, когда просыпаешься, и уже какая-то голова не свежая. Или домой с работы пришел, думаешь, будешь отдыхать, что-то башка трещит, да? Поняли, о чем я? Падение работоспособности, это для тех, кто дома работает. Особенно это критично в спальнях, детских комнатах, кабинетах и офисах. Вы можете спать 8 часов, но просыпаться разбитым. Можете думать, что устали, но не выспались, потому что это на вас так стресс влияет, понимаете? А на самом деле всю ночь вы дышите воздухом, в котором слишком много СО2, слишком большая его концентрация и слишком мало свежего воздуха, тот, который должен поступать к вам в помещение с улицы. То есть человек покупает дорогой матрас, да, вот эти матрасы, целые магазины есть матрасные, ортопедическую подушку, очиститель воздуха еще обязательно в углу, там, допустим, где-то стоит такой, воздух гоняет по кругу, но забывает главное, в комнату должен поступать свежий воздух. Какой смысл, типа, от вашего очистителя воздуха, если он гоняет воздух с большой концентрацией углекислого газа? Поехали дальше. Блок второй – это угарный газ в котельной. Следующий пункт намного опаснее. Это угарный газ, СО. Очень важно не путать. СО2 – это углекислый газ, а СО – это угарный газ. СО2 вызывает духоту и ухудшение самочувствия, а угарный газ может просто убить. И поэтому есть нормы от государства, специальные, которые от газовщиков, которые нельзя не соблюдать, чтобы вам подали, значит, газифицировали, допустим, ваш частный дом, вы должны сделать вентиляцию в котельной правильно. Приточное отверстие 100-го диаметра или больше и 150-я труба на вытяжку или больше. Без углов, в общем, там определенный материал должен быть, определенная высота трубы. Газовщики дают на это даже там тех условия, как это сделать, типа проект такого. Угарный газ образуется при неполном сгорании газа, дров, угля, топлива. Он может появляться в котельной, то есть в любом помещении, где установлено газовое оборудование, камин, печь, колонка. Потому что бывает в частных домах вот кухня, а вот здесь колонка и тут же котел, то есть нету отдельного помещения котельной, вы поняли. Главная опасность угарного газа в том, что его невозможно почувствовать. Это инертный газ. У него нет запаха, цвета и вкуса. Человек может находиться в помещении и не понимать, что он уже отравляется. Симптомы отравления угарным газом следующие. Это головная боль, слабость, сил нет, тошнота, головокружение, спутанность сознания, сонливость баю-бай, потеря сознания, можно в обморок упасть. И самое страшное, человек может просто уснуть и не проснуться. Поэтому в котельных и технических помещениях, домов газифицированных обязательно нужна вентиляция. Обязательно естественная. Запрещается в котельных делать вентиляцию с вентилятором. Это уже не про комфорт мы сейчас говорим, это мы сейчас разговариваем про просто безопасность бытовую. Но важно понимать, вентиляция не отменяет необходимость исправного дымохода, правильного монтажа оборудования, обслуживания котла и установки датчиков угарного газа. Все должно работать в комплексе. Экономить на вентиляции котельной – это как экономить на тормозах в автомобиле, экономить на своей безопасности. Пока все хорошо, кажется, что они не нужны, не так уж они и важны, скажем так. Но в критический момент цена ошибки может стать слишком высокой. Вы просто удивитесь, насколько. Итак, переходим к третьей части. Это повышенная влажность в ваших помещениях. Что с ней делать? Да, вот помните, может быть, ощущали у кого-то в гостях или у себя дома, вот спать ложитесь, а подушка такая какая-то влажная или белье не сохнет.
Влага, она появляется в доме постоянно. Мы дышим, готовим еду, принимаем душ, сушим белье, моем полы. Даже просто присутствие людей в помещении повышает влажность. Мы потеем, как вариант, да? Если вентиляция не работает, вся эта влага остается внутри замкнутого помещения. И что тогда происходит дальше? Давайте порассуждаем. Сначала вы видите запотевшие окна. Это вообще распространенное явление. Все такое видели хоть раз. Потом появляются влажные откосы. Потом темнеют углы. Что же это, а? Потом появляется запах сырости. А потом, вуаля, мы приехали, у нас плесень. Плесень — это уже не просто некрасивые пятна на стене, хотя, может, кому-то они нравятся, такие леопардовые узоры. Это живой грибок, который выбрасывает в воздух споры. Представляете, споры. И этими спорами вы дышите. Последствия могут быть очень неприятные. Аллергические реакции, кашель, заложенность носа, раздражение глаз, да, обострение астмы, хронический насморк, будь он не ладен, неприятный запах в доме, разрушение отделки, да, как причина испорченного ремонта такого дорогого, порча мебели, она тоже может подвергаться воздействию плесени, повреждение утеплителя и конструкций, которые напитались влагой. Особенно часто плесень появляется там, где плохая вентиляция. В ванных комнатах, кухнях, гардеробах, кладовых, углах наружных стен. Это вообще как бы мостики холода, самые холодные места обычно в помещении. За мебелью, в спальнях с пластиковыми окнами. Проблема плесени в том, что ее мало просто закрасить. Если не убрать причину, это лишнюю влажность и плохой воздухообмен, она вернется снова. Ее нужно... Люди диссертации пишут в строительных институтах, я знаю, университетах, как избавиться от плесени, потому что это очень сложно на самом деле. Так, переходим к четвертой части. Это бытовая химия и вредные испарения. Вы не задумывались, но давайте поговорим о том, что вообще находится в воздухе вашего дома. Многие думают, что если дома чисто, значит воздух тоже чистый. Но это не так. Если у вас чистый пол, это не значит, что в воздухе не летают как бы пары какой-нибудь бытовой химии. В помещении могут накапливаться испарения от бытовой химии, чистящих средств, освежителей воздуха, да-да, красок и лаков, клеев разных. Вот ваша мебель там из клееного какого-нибудь материала сделана, и она полжизни выделяет разные вещества. От новой мебели, от напольных покрытий, пластиковые материалы, разные пластики тоже, как бы испаряются, грубо говоря, парят вот таким образом. Текстиль тоже, он не хлопковый, скажем так. Стройматериалы, косметика, свечи и ароматизаторы. Часть этих веществ относится к летучим органическим соединениям. Они могут раздражать слизистые, вызывать головную боль, першение в горле, аллергические реакции, усталость. Вот я даже сейчас говорю, записываю этот ролик, у меня какое-то першение в горле началось. Может быть, у меня плохая вентиляция там, где я это делаю. Чтобы у вас так не было, хотя не факт, что у меня так, обращайтесь в мою компанию. Я уже 18 лет, примерно так, если до точных разбирать годов, занимаюсь системами вентиляции и кондиционирования. У меня есть своя фирма. Вот здесь ссылка, значит, будет в описании на мои контакты. И вот ссылка, адрес сайта нашего. Обращайтесь, если вы живете в Нижнем Новгороде или в Москве, то мы сделаем вам систему вентиляции или кондиционирования любой сложности, под ключ, там, проект, все что угодно.
Также промышленная вентиляция, полупромышленная, всякие кафе, цеха, производства, тоже это мы очень любим. То есть не только домики и квартиры, все что угодно, там любые кафе, кухни. Так что обращайтесь. Ну а мы поехали дальше по этому ролику. Итак, на чем я остановился? И чем хуже вентиляция, скажем так, тем выше концентрация веществ в воздухе, которые я вот только что перечислял. То есть вы можете сделать дорогой ремонт, купить новую мебель, поставить красивые шкафы и двери, но если в помещении нет нормального воздухообмена, все эти испарения будут оставаться внутри. Получается парадокс. Человек делает ремонт, чтобы жить лучше, а в итоге несколько месяцев дышит химией, потому что помещение нормально не проветривается, а может быть и всю жизнь дышит всякой разной химией. Так, пятый вопрос, который мы разберем с вами сейчас, это аллергены, пыль, шерсть животных. Вообще, у меня вот дома нет животных, но очень много людей их имеют дома. Хочется сказать, наверное, даже больше половины. Если в доме есть животные, ковры, мягкая мебель, шторы, открытые полки, в воздухе всегда есть частицы пыли, шерсти, кожи, пыльцы, микрочастицы текстиля. Без вентиляции все это не удаляется нормально из помещения и постоянно парит в вашем воздухе. Часть оседает на поверхностях, часть продолжает летать в воздухе, а потом попадает в ваши дыхательные пути, в ваши легкие. Особенно страдают дети, пожилые люди, аллергики это очень сильно ощущают, астматики туда же, люди с хроническими заболеваниями дыхательных путей, там не знаю, как они еще называются, но скажем так. Может появляться ощущение, что дома постоянно тяжелый воздух. Человек заходит с улицы и начинает чихать, понимаете, начинает что-то в носу чесаться. Или просыпается утром с заложенным носом. Или ребенок постоянно кашляет, хотя простуды вроде бы нет. Да? Причина может быть не только в пыли, как в таковой, а и в том, что воздух в помещении не обновляется. Собственно, все эти причины от того, что воздух в помещении не обновляется. И главная задача системы вентиляции – это создать движение воздуха естественным путем или принудительным с помощью вентиляторов. Поэтому создавайте движение воздуха в ваших помещениях. Уборка важна, но она не заменяет вентиляцию. Вы можете идеально вымыть полы, но если воздух стоит и не движется, вы все равно будете этим дышать. Шестой вопрос – это бактерии, вирусы и застоявшийся воздух. Еще один фактор распространения бактерий и вирусов. Когда в помещении находятся люди, они выделяют в воздух микрочастицы при дыхании, разговоре, особенно кашле, чихании. Не зря люди прикрывают лицо, рот, нос, когда чихают. Если воздухообмена нет, эти частицы дольше остаются в помещении, люди потом заражаются, приходят домой с вирусом каким-нибудь. Именно поэтому в плохо проветриваемых комнатах выше риск передачи любых болезней. Это особенно актуально для офисов, школ и детских садов, медицинских кабинетов, салонов красоты, спортзалов, квартир, где живет большая семья, помещений, где часто бывают гости, да и, собственно, любых публичных помещений, где проходит какое-то собрание людей. Вентиляция не делает помещение стерильным, но она снижает концентрацию загрязнений в воздухе, а это уже напрямую влияет на комфорт и безопасность человека внутри. Если в комнате долго находятся люди, но воздух не обновляется, вы фактически дышите тем, что уже выдохнули другие люди. Представляете, как банально и прозаично. Седьмой вопрос. Один из моих любимых – это запахи.
Запахи – это первый сигнал, что с вентиляцией что-то не так. Запах еды, готовки держится часами, а он еще въедается в одежду, и вы пришли в кафе, где нет вентиляции, в шаурмичку какую-нибудь, да, вкусно, поели, пришли домой, а у вас вся фастфудиком какая-то, вся одежда пахнет. Не экономьте на вентиляции. Значит, в ванной появляется затхлый запах. Всем знакомо, особенно у кого в ванной стиральная машинка, а рядом куча грязного белья еще, которое ждет стирки. В гардеробной пахнет сыростью. В санузле запах не уходит. Добро пожаловать! В прихожей пахнет обувью, химией всякой для обуви. В спальне утром ощущается тяжелый воздух, да, надышали другими способами создали запахи, не только, ну вы поняли, не буду уточнять. Запах это не просто неприятно, это признак того, что воздух не удаляется и не заменяет свежим воздухом. А если запахи стоят, значит вместе с ними стоят и все остальные загрязнения, которые мы не всегда чувствуем нашим носом. Многие вообще дышат ртом. Как тут почувствуешь? Не каждый опасный загрязнитель имеет запах, но если запах уже появился, это значит, что проблема с воздухообменом дошла до уровня, который вы начали ощущать, как бы, я даже захотел почесать нос и глаз физически. 8 вопрос – это разрушение дома и отделки. Отсутствие вентиляции бьет не только по здоровью, но и по самому вашему жилищу, дому, понимаете? Избыточная влажность и застой воздуха могут привести к тому, что отклеиваются обои. Да, представляете, из-за вентиляции. Вздувается ламинат, потому что деревянному покрытию нужна определенная степень влажности, потому что он, когда впитывает, он типа, разъезжается туда-сюда. Чернеют швы у плитки, да, замазали в ванне, а они что-то черные стали через годик. Появляется грибок, портится мебель, как следствие, ржавеет фурнитура мебельная, разрушается штукатурка, намокает утеплитель вообще часто, портятся деревянные конструкции. И здесь важно понимать, ремонт таких последствий часто стоит гораздо дороже, чем правильно сделанная вентиляция с самого начала, в первый день. Обращайтесь к нам, пусть вам вентиляцию сделают профессиональные люди, которые этим занимаются всю жизнь и обладают специализированными навыками. Можно потратить деньги на дорогую отделку, но если не обеспечить нормальный воздухообмен, дом начнет разрушать сам себя изнутри. Да, вы об этом наверняка не задумывались. Плохая вентиляция – это не всегда мгновенная авария. Это медленное, долгосрочное накопление симптомов и проблем, которые через год-два превращаются в дорогой ремонт. Почему просто открыть окно – это не решение? Часто говорят, а зачем мне вентиляция, я просто открываю окна, вот и все. Но открытое окно – это не система вентиляции. Почему, спросите вы? Во-первых, зимой окна открывать – это холодно. Во-вторых, летом может быть жара, пыль, шум, насекомые, астматики, аллергики, да, страдают. В-третьих, проветривание нерегулярное. Открыли, ушли из дома, закрыли, забыли там открыть, закрыть. В-четвертых, окно не всегда обеспечит правильное движение воздуха из чистых зон в грязные. То есть воздух идет не по заданным траекториям, которые должен, а хаотично, как хочет. В-пятых, ночью люди часто спят с закрытыми окнами, а именно тогда растет концентрация СО2, особенно быстро. Нормальная вентиляция должна работать постоянно или по заданному режиму. Она должна обеспечивать приток свежего воздуха и удаление грязного. Понимаете, это не что-то эфемерное. Вентиляция – это, как можно сказать, точная. Ее можно посчитать, можно с
помощью разных приборов, там типа метеостанции, которые там за 2000 можно купить, посчитать энтальпию, влажность в воздухе, сколько влаги, можно посчитать анимометром, сколько кубов пришло, ушло, какая концентрация СО2. То есть это все не что-то непонятное, это все, у этих всех параметров есть цифры, понимаете, это измеримое. Окно – это аварийный способ проветривания, но жить постоянно на аварийном режиме – это плохая идея. Когда у вас совсем ничего нет, понятно, что типа, вы просто живете с открытыми окнами. И в итоге вопрос, а что нужно делать? Что делать, чтобы дом действительно задышал? Нужно проектировать и делать нормальную систему вентиляции. Вот такой этот капитан очевидность, да, такие прям банальные вещи рассказываешь. У меня на канале куча полезных роликов, где я объясняю, как сделать отдельно вентиляцию в котельной, в ванной, в туалете, в погребе, в гараже. Банально, хотя бы даже не обращаясь к специалистам, просто посмотрите, расширьте свой кругозор, попробуйте повторить то, что я там объясняю. В зависимости от объекта это может быть естественная вентиляция, приточные клапана, нужны, не нужны, надо смотреть, сколько их нужно, понимаете, маленький, большой дом, двухэтажный, одноэтажный, цоколь, есть, нет. Вытяжные вентиляторы, какие, опять же, приточно-вытяжная вентиляция, система с рекуперацией тепла или нет, что у вас там, есть мощности по газу свободные, или там электрический там калорифер, рекуператор какой, пластинчатый, роторный там, этот дороже, другой дешевле, этот более эффективный, этот менее и так далее. Отдельная вентиляция котельной, есть ролик на канале, посмотрите, как правильно. Вентиляция санузлов, кухни, гардеробных, постирочных, система управления по датчикам СО2 и влажности. Сейчас, кстати, это стало не так уж и дорого стоить. Раньше это как космос стоило, сейчас там, типа, не то что в разы, в 10 раз подешевело по сравнению с тем, что было 10 лет назад. Главный простой принцип: свежий воздух должен поступать в жилые зоны. Это спальни, гостиные, кабинеты, детские. А удаляться воздух должен из грязных, влажных зон: санузлов, кухни, гардеробной, постирочной и технических помещений. Тогда воздух движется правильно, загрязнения удаляются, влажность контролируется, а людям становится реально легче жить, и дышать, и существовать, и быть. Какие же бывают типичные ошибки? Самые частые ошибки, которые я вижу на объектах, это у нас первая ошибка: вентиляции вообще не делают. Особенно я такое встречаю на юге России. Там южные регионы, просто коробку построили, окна воткнули, все, живем. Люди вкладываются в фасад, окна, отопление, мебель, но забывают про воздух. Вторая ошибка: ставят герметичные пластиковые окна и перекрывают естественный приток. Во многих видео я говорил, как это бывает, подробнее сейчас не буду. Зайдите на мой канал, там, где вы это смотрите, посмотрите другие ролики обязательно. Раньше воздух хоть как-то заходил через щели, а после ремонта помещений становится герметичной коробкой, таким термосом. Третья ошибка: делают только вытяжку, но не делают приток. Это вообще поголовно все, исключений вообще очень мало. Вытяжке, любой вытяжке, понимаете, нужен воздух. Что она будет вытягивать? Вакуум, что ли, сделает в вашей комнате? Ей нужен приток. Обязательно с улицы, не от соседа. Который она будет удалять с помощью естественного вентилятора. Если притока нет, то и система либо не работает, если это естественное, либо работает плохо, если с вентилятором. Четвертая ошибка: ставят мощную кухонную вытяжку и думают, что все, вытяжка готова, у вас в квартире есть вентиляция, вот и все. В результате могут появляться обратная тяга, запахи из шахт, проблемы с котлами, каминами, потухает горелка, в котле. Пятая ошибка: объединяют несовместимые зоны.
делают одну такую трубу, вот здесь мы забираем из туалета, а дальше еще из комнаты, и еще из кухни, и все из одной трубой. Очень красавцы. Шестая ошибка: не обслуживают систему мои клиенты, заплатили миллион, допустим, за систему вентиляции, но ее потом обслуживать надо так же, как машину, и они не обслуживают, там уже внутри этой приточно-вытяжной установки уже грибок вырос, плесень, там уже все, живут всякие стасики, но они потом эти гоняют это все по кругу, дышат этим и думают, что у них же ПВУшка стоит, значит все классно. Надо обслуживать, да, не так, что ты дорого стоит там в год 10 тысяч заплатить. Фильтры забиваются, каналы загрязняются, вентиляторы теряют производительность, там на лопасти налипает всякое. Вентиляция – это инженерная система, она должна быть рассчитана, смонтирована, обслужена правильно, специально обученными людьми, профессионалами. Поэтому, надеюсь, я вас уже тут, не знаю сколько, 10 минут больше убеждаю в том, что это очень важно и что нужно обращаться в специализированные компании. Вот так вот. Давайте уже заканчивать, я уже все. Скулы болят общаться. Так, подводим итог какой-то. Если в доме нет нормальной вентиляции, вы получаете как бы духоту, вы получаете. Вот. Вы получаете повышенное СО2, плохой сон, усталость, головные боли, вы получаете влажность, плесень, грибок, разрушение отделки мебели, вы получаете накопление химических испарений от ремонта мебели, бытовой химии, вы получаете аллергены, пыль, шерсть от животных, запахи, вы получаете повышенные риски для детей своих любимых, пожилых людей, ваших родителей, аллергиков, не дай бог вы сами, астматики, дай бог вам здоровья. А в случае с котельными и запахом, как бы, то вы вообще подвергаете свою жизнь, грубо говоря, опасности. Есть риск от угарного газа, который может стать причиной плохих летальных последствий. Вентиляция – это не просто, как сказать, дополнительная опция. Это обязательно, это санитарный минимум, без которого жить нельзя. Это система жизнеобеспечения дома, такая же, как электрика или отопление. Мы можем экономить, знаете, на декоре, на какой-нибудь дорогой плитке сэкономьте, купите не по 8 тысяч за квадрат, а по 2, но сделайте вентиляцию, там, заморачиваются какие-то там, ну, короче, дизайнеров нанимают. Вы наймите инженера, а потом уже дизайнеров во вторую очередь. Экономят, короче, на воздухе, которым вы дышите каждый день, и это плохая идея. Вот я что вам хочу сказать. Если вы строите дом, делаете ремонт или чувствуете, что дома душно, сыро, появляется запах и плесень, не откладывайте, проверьте вентиляцию и сделайте ее правильно. Иногда это можно сделать на готовом ремонте, чаще всего нет, но какие-то приборы типа бризеров, там, проветривателей могут локально в отдельной комнате решать эти вопросы. Если хотите понять, какая вентиляция нужна именно вашему дому, квартире или коммерческому помещению, обращайтесь, мы построим ваш объект, рассчитаем воздухообмен и предложим решение от проекта до поставки оборудования, материалов и под ключ. Попробуйте наш подход к работе. Также подписывайтесь на канал, потому что здесь мы простым языком разбираем инженерные системы. В основном это вентиляция, отопление, кондиционирование и все, что влияет на комфорт и безопасность в помещениях. Также я даю платные консультации за деньги. Если вы строите домик, вы можете мне прислать планировку вашего домика. Мы созвонимся в Яндекс.Телемост с демонстрацией моего экрана, и я в прямом эфире примерно в течение часа нарисую вашу систему вентиляции правильную, пойдем на маркетплейсы, найдем все, что вам нужно там купить, какие вентиляторы, трубы, проветриватели, бризеры, клапана приточные,
Стоит это недорого, не пугайтесь, не десятки там тысяч рублей, а единицы тысяч рублей. Обращайтесь, пишите ко мне там ВКонтакте или в Телеграме, и спрашивайте и договаривайтесь на консультацию. Поставьте лайк, если тема была полезна, вы уже большой герой от того, что посмотрели такой длинный ролик до конца. Напишите свой топовый комментарий и расскажите, сталкивались ли вы с плесенью, духотой, плохой вентиляцией у себя в доме. Все, у меня в горле пересохло. С вами был Бочаров Евгений. Уверен, это было полезно. Пока. Пока.